Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Вторая часть обзора. Давайте рассмотрим текущую ситуацию. Масса вопросов поступает по российскому, по американскому рынку. Постараюсь быстро уложиться и рассказать свое видение. Так, друзья, нефть, тот сценарий, который я вечером и с утра озвучил, он в силе. Так, золото консолидируется в районе 1800. Может быть, задерг будет к 1794-92. И хорошо бы, чтобы такой задерг был, потому что как только он будет, если не произойдет пробитие, от него сразу пойдет рост. Так, друзья, далее рубль-доллар. Давайте возьмем фьючерс. Несмотря на то, что нефть барахтается, и она, в общем-то, должна, с моей точки зрения, сегодня еще рост показать. Тут конец недели, сочетание факторов. В целом, если ориентироваться на часовой таймфрейм, то сейчас цель движения по фьючерсу рубль-доллар находится на уровне 73 700-73 800. Вот сюда, к этому диапазону. Если на 5-минутку переходить, вот тут есть промежуточный уровень 630. Соответственно, сейчас этот уровень по 5-минутке должен быть пробит. Здесь должна быть небольшая проторговочка. И отсюда уже на 73 800 должен быть заход. Если в ближайшее время пробоя не будет, то происходит откат. Цель отката 73 550-500, вот сюда, к этому диапазону. Мне такой сценарий видится маловероятным, кроме того, как если нефть начнет существенно расти в район 75. Так, далее фьючерс евро-рубль. Здесь ситуация более интригующая. После того, как началась фаза роста, пошел сразу очень сильный откат. Если на 5-минутку по фьючам переходить, здесь вот текущее движение, если оно не приводит к пробою уровня 86 900, то либо от текущего значения, либо чуть пониже. Здесь сейчас будет консолидация, и эта консолидация она приведет к отскоку и тестированию 87 170. Если все-таки пробой здесь возникает, то у нас по фьючерсу цель движения находится в районе 86 650-86 700. Так, далее рижка, дневной таймфрейм. Здесь, вполне естественно идет откат, потому что как бы и по нефти, даже если позитив будет, он скорее всего не очень большой. И конец недели, закрытие позиций, поэтому здесь наиболее вероятно консолидационный диапазон на сегодня 163 300 и верхняя граница 165 тысяч. Сейчас, скорее всего, движение вот это оно все-таки завершится с тестированием 163 300. И здесь тогда посмотрим, к какому результату это движение приведет. Будет, не будет пробой. Так, вот по 5-минутке здесь пошел отскок. Если смотреть локально в течение 1-2 часов, вот если сейчас будет пробитие 164 220-250 вот этого диапазона, то сразу возникнет движение на 164 800 вот сюда, к этому значению. Я не думаю, что особо долго здесь удержится. Скорее всего, тут же пойдет движение возвратное с целью потестить 163 250-300. Но если все-таки здесь удержится и начнется проторговка, то скорее всего мы тогда сегодня увидим и тестирование 165 500. Хотя мне кажется, такой сценарий маловероятный. Здесь вот то, что в наибольшей степени, с моей точки зрения, реалистично, это сейчас движение вот сюда, потом сразу на 163 250 или какое-то время консолидации, и потом попытка спуска к этому значению. Так, далее евро-доллар. Давайте немножко отвлечемся, возьмем фьючерс, текущий контракт с российской биржей, дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму идет ответственное движение, у которого цель 1,1790 плюс-минус, как раз вот этот сильный уровень, который по форексной паре. Если на часовик переходить, то от текущего значения, либо от значения 1,1812, сейчас возможно либо разворотная формация, либо консолидация и попытка отскока с целью движения на 18,57. Если здесь возникает пробой, это часовик, то, соответственно, здесь уже следующий этап движения 1,1790, 1,1780 вот сюда, к этим значениям. Так, друзья, далее серебро. По серебру идет, как по золоту, аналогичное движение.
Правда, те новости, которые выходят относительно стимулирования производства электромобилей в Соединенных Штатах, они, в общем-то, могут весьма положительно повлиять на серебро, потому что серебро – это неотъемлемая составляющая зеленых технологий. Так, на часовик переходя, идет движение. Вот сюда вот будет возможно сегодня попытка тестирования 24.75, 24.80, но это будет только в том случае, если сейчас мы получаем пробитие 25. Если 25 мы не пробиваем, то все хорошо. Тогда здесь будет набор позиций, и отсюда мы увидим отскок сегодня на 25.3, а может быть даже вот сюда на 25.45. В любом случае 25 пока не пробито, все хорошо, и есть высокая вероятность того, что отсюда сегодня либо в понедельник будет отскок. Если здесь возникает пробой, оно может просто молниеносно сходить на 24, даже не на 24.75, а сюда вот в район 24.5, 24.4. Так, друзья, далее Палладий. По Палладию был вопрос. Но смотрите, часовой таймфрейм беру. Палладий весьма размашист. И сейчас вот по Палладию, если в ближайшие часы не будет пробития 26.30, 26.45, вот этого диапазончика узенького, то здесь уже формируется основание для отскока. Цель этого отскока — движение на 2700-2690, вот сюда, к этому диапазону. Так, друзья, далее Сбербанк, ну как Shift the Expection, превосходя ожидания. Ну смотрите, 320 уже, сейчас давайте посмотрим. Немножко не добили, здесь буквально чуточка, 320 с половиной. Вот он сегодня должен ее добить. Дальше либо здесь начинается проторговка сегодня в понедельник, и тогда возможно все, и 400, и 500. Если сейчас пойдет снижение объемов и откат с уходом на 313, ну либо сегодня, либо в понедельник, то нас ждет отсюда дальнейший откат, у которого цель движения будет в районе 303. Здесь просто надо понимать, что Сбербанк — это, в общем-то, и есть российский рынок на текущий момент. И все крупные фонды, все эти самые кукловоды, зеленые человечки, Рокфеллеры, которые заходят, они в первую очередь начинают покупки именно со Сбербанка. И поскольку сейчас, судя по всему, идет такое мощнейшее втаривание, то мы видим по Сбербанку вот это движение. И в ближайшие дни будет решаться вопрос пробития или двойная вершина. Если пробитие, то дальше возможно и 400, и 500 уже в обозримом будущем. Если здесь пробитие не состоится и мы получаем коррекционный откат, ну для начала 307,5, потом 303 пробой, то соответственно здесь будет возврат. Цель этого возврата 292-295 в перспективе среднесрочно. Ну и обратите внимание, как бы не сказать, что на рынке российском позитив процветает отнюдь, но растет один Сбербанк. Потому что действительно особых драйверов, кроме, судя по всему, захода какого-то кита, нету. Сбербанк, он высасывает всю ликвидность из других фишек, и поэтому если при минимуме позитива начинается рост и растет Сбербанк, на все остальное элементарно просто не хватает средств. Что касается часового таймфрейма, здесь по Сбербанку идет ответственное движение, и пока никаких разворотных формаций я по нему не наблюдаю. Что делать тому, кто не успел купить его, когда он был в районе 295-300? Сейчас, я думаю, заходить уже поздно. Надо дождаться, как будет проходить тестирование 320,5. Вот если он пробьет и закрепится, тогда есть все основания для покупки. Сейчас его, если рассматривать внутри дня, надо дождаться разворотного сигнала, и тогда можно его рассматривать на отбой. Цель отката будет в районе 314,5, вот сюда, к этому значению. Так, друзья, Норильский никель, ГМК, часовой таймфрейм, как у Сбера беру. Ну, смотрите, здесь на самом деле ситуация такова, что Сбер, он все соки выпил, и особых драйверов для роста нету. Плюс к Норникелю постоянно какие-то новые штуки возникают в части экологических проблем и претензий по факту этих проблем. Ну, на самом деле, как бы специфика деятельности этой компании такова, что вот те изношенные активы советских времен, которые, в общем-то, они сейчас составляют
близкий процент к 100 у всех российских компаний. Вот, деятельность рудодобывающей, горно-рудодобывающей промышленности, она как раз здесь находится, с моей субъективной точки зрения, в наибольшей степени риска. И первые они попадают, когда все это начинает крошиться, инциденты возникать и так далее. Вот. На текущий момент здесь идет просто консолидация, нижняя граница 25 400, 25 300, вот этот диапазон. Верхняя граница, соответственно, 25 600, 25 700. Сейчас, я думаю, его лучше не трогать, подождать, что здесь будет. По идее, должно быть движение на 25 400. Если не закрепляется пробой, как до этого было, то со стопом это отличная покупка для того, чтобы раздать его здесь, либо повыше в районе 26 тысяч. Если здесь возникает пробой 25 300, 25 250, то следующая цель, на которую он будет останавливаться, находится в районе 24 700, вот здесь вот. Пока пробития нет, падать он не будет. И вот несмотря на эти страшные свечи, которые он рисует, здесь особо таких сакральных сделок, которые указывают на то, что началась раздача и все бросают, я их не наблюдаю. Так, друзья, по Газпрому вообще красота. Следующий после Сбербанка за ушки его потянут наверх. Вот, и поэтому, вот это просто очень супер такая ситуация. На самом деле, то, что выше 272, 270, можно с моей субъективной точки зрения просто закрытыми глазами брать. Если как бы пробивает, то да, здесь уже возможны варианты, и вполне возможно, что весь рынок начинает проседать. Но вот все вот эти хождения, брождения, это просто вышибание для того, чтобы после того, как пройдет ралли Сбербанка или замедлится, взяться за Газпром, за Норильский никель, за другие фишки. Вот. Здесь надо четко понимать, что такое движение, оно продолжается, пока рынки не начали сыпаться. Пока сигналов на осыпание нету. И поэтому я думаю, сегодня, либо в понедельник по Газпрому мы увидим тестирование 290. И как только будет пробой 292, следующая цель молниеносно будет 300, ее взятие. Так, природный газ, часовой таймфрейм, хотя он здесь не нужен совершенно. Газом не торговал, не торгую, не собираюсь, я же не Газпром. Но смотрите, вот это значение 4.15, 4.2, то есть, по-хорошему, при такой цене на природный газ, Газпром уже должен быть выше 300. Так, друзья, далее ВТБ, наш друг. Сегодня будет, я так понимаю, вопрос тестирования 5 копеек. Если существенного позитива на рынках нету, то, наверное, 5 копеек сразу не возьмут. Хотя, если пробой будет на объеме 5 копеек, то его могут сразу загнать и на 5,15, 5,2 копейки. Здесь как бы его просто выдергивают и тащат наверх, когда приходит подходящий момент. Сейчас за компанию со Сбербанком, пока все остальное хандрит, могут его тоже вытолкать за пятерку. В том случае, если здесь сейчас коррекционный откат с пробитием 4,915, то вполне возможно, что здесь будет разрядка и откат на 4,8, 4,75. Пока для этого оснований не наблюдаю. Так, друзья, далее Яндекс пророчили все аналитики Морган Стэнли, Bloomberg, что все, Яндекс завалит с Озоном. Его завалили, но вот опять же уровень 4900 магический, я о нем неоднократно говорил. Ниже он пока не падает, пока великий бардак не начался. Вот, и сейчас здесь мы пришли к разворотной формации. И у этой разворотной формации на сегодня понедельник движение в район 5100, 5130, вот сюда к этим значениям. Опять же, если сейчас будет откат и пробой 4950, то он уйдет, сегодня прямо тестирует 4900. Такой сценарий мне видится маловероятным. Скорее всего, либо консолидация, либо уход наверх. Так, друзья, далее биткоин нашего рынка Headhunter, который по 4-5% в день делает в легкую. Смотрите, вот сейчас здесь он подошел к важному для него уровню, это 3250. Если этот уровень пробивается, он как стрела сразу делает 3350 и потом возможно 3500. Вот. Если вот сейчас будет пробитие. Если пробития не будет, он начинает хандрить, откатывается и пробивает 3130.
то здесь весьма вероятно сразу будет откат, и цель этого отката, ну, в районе 3000-3020, вот сюда вот. Бумага ходит вообще просто изумительно. Вот. Сейчас здесь единственное только вопрос пробития, не пробития вот этого уровня. Если пробитие не возникает, он сразу идет тестировать сюда и делает там сколько, 3-5% в день туда-сюда. Да, это 4-часовой график, по нему 4-часовой график, я думаю, наиболее рационален. Так, друзья, далее это от нефть 4-часовой таймфрейм здесь ставлю. Ну, есть определенные бумаги, для которых это больше подходит. Смотрите, сейчас все заняты крупником, Сбером, поэтому не до Татнефти. Вот, хотя никто цель движения по Татнефти 525 не отменял. Вот сюда. Вот. Здесь есть уровень железный 490-487. Если его не пробиваем сегодня, все это будут выкупать и гнать ее наверх вообще без вариантов. Так, ну и вот Лукойл. Смотрите, Лукойл на самом деле хандрит даже при такой нефти, потому что все силы заняты на Сбер и компанию. Вот, поэтому вот здесь четко у него уровень обозначился 6200. Если 6200, 6160 не пробивается, то здесь будут его собирать и гнать наверх. Первая цель движения 6400. По факту закрепления здесь следующая цель будет проходить в районе 6650, вот сюда. Если здесь все-таки будет пробито, то весьма вероятно отсюда пойдет откат. Цель этого отката будет 5950. Так, друзья, далее магнит. Смотрите, по магниту немножко не дошли на 5700-5650. Для того, чтобы начался откат, вот это движение, я думаю, с высокой степенью вероятности надо доделать. Вот. Сейчас на текущий момент он сегодня пока несколько захандрил, но у него есть уровень волшебный 5400, 5370. Если этот уровень не пробивается, это дневной график, то по магниту либо консолидация, либо попытка ухода вот сюда, в эту область. Так, друзья, далее вопрос был по Qualcomm. Хорошая компания, очень ее люблю, полезные вещи делает и вообще финансовые показатели у нее. Недельный таймфрейм, цикл движения наверх по ней пока не закончился, но она сейчас пытается немножко скорректироваться, откатиться. На самом деле, если пробоя 135 нет, ничего страшного в этом откате не будет. Так, ну вот по дневочке как раз у нас получается картина, что фактически сегодня, если не будет добития 143-142, то, несмотря на то, что пятница, она будет попытаться сходить и закрепиться в район 150-151, вот сюда. Если здесь таки возникает пробой, то в понедельник ее будем собирать в районе 139. Ну вот 4-часовик указывает на то, что она отпадала, и с высокой степенью вероятности сегодня произойдет отскок на 151. Друзья, все, основные бумаги. Спасибо за внимание, успешных торгов.